Дао Дэ Цзин– это книга о Дао и Дэ, то есть о Боге Отце и Святом Духе. Мои слова легко понять и легко осуществить, но очень многие люди не могут понять и не могут осуществить. За моими словами стоит начало всего. Поскольку те люди его не знают, то они не понимают и меня. Кто познал Дао, тот тих и незаметен, хотя и ведет себя с достоинством. Он одевается в простые одежды, а драгоценное прячет внутри. Кто имеет знания, но умеет молчать об этом, тот на высоте. Кто не имеет знаний, но делает вид знающего, тот нездоров. Кто мудрый, он исцеляет себя. Мудрый человек не болеет, потому что он избавляет себя от самих причин болезней. Он пребывает в Дао. Как же он может в таком случае болеть? Кто живет в страхе, не может стать сильным. Силу сознания можно обрести, только живя без страха. Также избавься от способности презирать других. Кто презирает других, тот сам презренен пред Дао. Избавься от насильственности по отношению к другим. Кто творит насилие, тот будет сам насилию подвергнут. Откажись от способности к обману. Кто обманывает других, обманывает сам себя. Живи в любви и не стремись выставлять себя на показ. Мудрый, познавший свою высшую суть, не занимается самолюбованием и не возвышает себя над другими. Избавившийся от эгоцентризма получает возможность обрести Дао. Кто храбр и воинственен, погибает. Кто храбр и не воинственен, будет жить. Кто знает причины ненависти к воинственным? Объяснить это затрудняется и мудрец. Великое Дао пребывает в покое. Оно ни с кем не борется. Оно побеждает без насилия. Оно безмолвно, но отвечает на вопросы и приходит само к призывающим его. Оно в покое управляет всем. Оно отбирает в себя достойных. Кто не боится смерти, тому ведь бессмысленно угрожать смертью.
Но тот, кто угрожает смертью другим, наслаждаясь этим, тот будет повержен сам. Темой жизни и смерти ведает лишь Дао. Никому не позволено распоряжаться этим вместо него. И тот, кто решается на такое, тот лишь вредит себе. Глядя на большинство людей, можно подумать, что они постоянно голодны. Ведь они непрерывно заботятся о накоплении и умножении своих запасов. И они не могут остановиться в этом. А в делах они заботятся лишь о личной выгоде, любой ценой. Они не хотят понять принципы жизни, предлагаемые Дао, о любви и заботе о других, а также о недеянии. Они живут не глядя в сторону Дао, игнорируя Дао, растрачивая свою жизненную силу на то, что истинной ценности не представляет. Они имеют слишком сильную любовь к жизни и поэтому рано умирают. Но тот, кто пренебрегает своей земной жизнью ради всеобщего блага, тот повышает ее ценность пред Дао. Тело человека при рождении нежно и гибко, а после смерти затвердевает. Все растительные существа тоже при своем рождении нежны и гибки, а после смерти становятся сухими и ломкими. Мощное дерево не устоит в бурю, или его ждет топор. Гибкое и нежное имеет здесь преимущество. Тот, кто нежен и гибок, идет дорогой жизни. Тот, кто не гибок и груб, идет дорогой смерти. Жизнь изначального Дао пусть служит нам примером. Насильствующий над людьми, унижающий, обирающий их, противостоит Дао. Но тот, кто никогда не действует из корысти, отдает свой избыток другим, совершает подвиги не ради славы, живет в покое, без земных страстей, сам погружается в нежный и тонкий покой Дао и помогает достойным на этом пути. Такого человека можно назвать уподобляющимся Дао. Вода нежна и податлива, но она точит и сокрушает твердое. В преодолении твердого ей нет равных. Мягкое и нежное преодолевает твердое и грубое. Но лишь мудрые понимают, в чем здесь суть. После большого возмущения эмоций остаются его последствия. Спокойствие же можно назвать добром. Поэтому мудрый человек дает клятвенное обещание, что он не будет никого порицать. Добрые люди живут по этому правилу, злые – нет. А изначальное Дао всегда на стороне добрых. О государственном устройстве я мыслю так. Лучше, когда страна маленькая, а население редкое.
Даже если имеется много орудий, их не надо употреблять. Корабли и боевые колесницы использовать тоже не надо. Воинам лучше не воевать. Надо, чтобы жизнь в стране была такой, чтобы люди не стремились страну покинуть. Хорошо, если еда у всех вкусная, одежда красивая, жилье удобное, жизнь радостная. Хорошо с любовью смотреть на соседние государства, слушать, как там поют петухи и лают собаки. Хорошо, чтобы люди, дожив здесь до преклонных лет, постигали совершенство и уходили отсюда с тем, чтобы уже не возвращаться вновь. Верные слова не обязательно изящны. Красивые слова не всегда заслуживают доверия. Добрый не обязательно красноречив. Красноречивый может и не быть добрым. Знающий не спорит, спорит не знающий. Мудрый человек не корыстен. Он действует ради других. Великая Дао заботится о благе для всех существ. Все, что делает оно по отношению к живым существам, не содержит насилия и никому не несет вреда. Мудрый человек тоже действует без насилия и никому ничем не вредит.